Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, как поступить в той или иной ситуации, или как быть в загаданной ситуации. Вот давайте узнаем, каковы подсказки карт. Мы применим колоду 78 дверей. Это не что иное, как метафорические карты. И я так думаю, если вы подключите свою интуицию, ведь когда мы смотрим на образы карт, так или иначе у вас свой образ создается именно той обстановки, которая у вас существует на данный момент. Вы перекладываете то, что вы услышали, увидели, и это своеобразный пазл, который, я надеюсь, поможет вам или даст какую-то подсказку, как решить тот или иной вопрос. Вы словно мысленно, ментально проиграете какое-то событие, как оно может альтернативно развиваться. Но все равно реалистами мы должны оставаться, потому что реальность какую-то мы не изменим. Вот мы подстроиться больше под нее должны, где-то использовать те ресурсы, которые у нас и есть на данный момент, правда? Мы достанем две карты, и вы загадаете два варианта. Допустим, что будет, если я поступлю таким образом? И что будет, если я поступлю по-другому как-то? Или что будет, если я скажу да, и что будет, если я скажу нет? Любые вариации, как вам будет угодно. Кому будет недостаточно времени, чтобы прочувствовать момент, ставьте на паузу. Но первую карту мы достанем оценка ситуации, как карты видят обстановку. Вы как раз можете сориентироваться, насколько вам это подходит, такой прогноз. И далее два варианта, как я сказала. Первый и второй, и немножко мы раскроем, к чему приведут мои действия или бездействия по первому варианту, мое решение. И мое решение по второму варианту тоже. Что в перспективе? Ну и подведем итог, как совет от карт. Итак, давайте будем смотреть. Пятерка пентаклей. И здесь нам показан человек, который ожидает приема врача. Надо сказать, что в колоде 78 дверей основной момент заключается в дверях именно или ключе. Открыта дверь или закрыта, или ее нет вообще. Есть ли тот ключ, или нам его предстоит подобрать, или он вообще не нужен. Вот нам как будто дверь закрытая, и человек просто сидит, ожидает. Уже понятно, что он войдет в эту дверь в свое время. Для кого-то из вас это может быть своеобразное ожидание, может быть, с учетом пятерки пентаклей все-таки ожидание денег. Или для кого-то из вас вы пытаетесь выйти из какой-то ситуации, которую вы можете никому не рассказывать. Все же человек, это о здоровье нам говорят, да? И это то, что касается его лично. Какая угодно может быть сфера жизни, это правда, у кого-то может проиграться. Тут вопрос по самочувствию, когда я что-то предпринимаю, чтобы чувствовать себя наиболее бодрым или избавиться от каких-то недугов. Вот этот вариант, конечно, тоже может быть. Это может быть и ожидание денег, это может быть и ожидание, как вам что-то пообещали, или вы сами что-то хотите осуществить, но пока не видите либо предпосылок, либо как действовать. Вот какое-то вынужденное, как будто замешательство может быть по этой карте. Но нам говорит карта, что двери откроются. Другой разговор мы как будто должны, ну так отчасти не сидеть понуро, понимаете? Тут человек, ведь он бездействует. Он просто, ну, где-то надеется на его счастливый случай, его величество, да, или на профессионализм врача. У кого-то из вас, может быть, документы задерживаются какие-то, и мы тоже ожидаем, что они вот-вот будут готовы. Нам придется как минимум подняться к этому человеку и эту дверь открыть. У кого-то может проигрываться это на уровне эмоционального состояния, когда нам не хватает взаимопонимания с кем-то. Потому что любая 5 это своего рода, это мелкая, кстати, карта, которая не говорит о чем-то глобальном, поэтому нет как таковых, знаете, ну, серьезных каких-то помех, можно и так сказать. Но есть что-то, которое нам досаждает. Вот с чем нам хочется, тем не менее, разобраться. И недостаток взаимопонимания, он может выражаться буквально, вот как на этой карте нам изображен пожилой человек, который одинок достаточно, и может быть недопонимание или нет взаимопонимания, это вообще может быть, когда
происходит какая-то ситуация в вашей семье, ведь это могут быть родственники, с которыми вы тоже не смогли либо договориться, либо попросту, увы, как будто родственникам они живут своей жизнью, или дети тоже живут своей жизнью, а мы остаемся одни. И показана нам поликлиника не самого высокого уровня, потому что я вижу, надеюсь, видно, на стене висит какая-то доска, и там бумажки, объявления или что это такое, как, ну, не совсем типично, наверное, для поликлиники. То есть что-то такое заброшенное и достаточно мрачное нам показано учреждение. И не самого высокого уровня получает этот пожилой человек помощь. И тут еще есть такое значение, как будто по закону ему это положено, потому что он проработал всю свою жизнь, а по факту он не может воспользоваться какими-то услугами более дорогостоящих учреждений. И сам нам показан человек, который как будто имеет заплаты на одежде, но он одет достаточно чисто, то есть нам карта демонстрирует, что он из всех своих сил старается держаться на плаву и ухаживает за собой, насколько это ему возможно. Может проиграться чувство усталости вот как у этого персонажа, который явно уже долго ожидает и словно оперся на свою трость. Тут даже ее тростью ты не назовешь, какая-то палка сучковатая, но, видимо, ему так удобнее или у него практически нет денег. То есть он вынужден в каком-то режиме экономии жить, и хоть он достаточно понуро сидит, но так или иначе, он все-таки старается что-то изменить в своей жизни. И даже если есть какая-то, ну, как будто недостаток материальный, вот, наверное, через эту карту мы становимся своего рода отшельниками. Мы принимаем ту реальность, которая есть, окружает нас. Это может касаться и людей, повторюсь, и любой ситуации. Перекладывайте на себя. Но, несмотря на какой-то минимальный ресурс, мы должны его использовать наиболее эффективно и по максимуму. Что-то мы, вот все равно в наших силах, вот как встать и открыть эту дверь, что-то изменить. Поэтому какие-то тысячи неопределенностей даже у каждого из нас есть. Мы как будто все равно должны действовать, но действовать все хорошенько предварительно обдумав. Повторюсь, не большая, не крупная карта по значению, и поэтому у кого-то из вас может быть просто достаточно мелкий вопрос, который касается финансов, и, скорее всего, есть возможности это решить каким-то образом. Давайте мы откроем два варианта. Первый вариант. Но правда, как минимум, мы должны либо согласиться с чем-то, мы либо сделать какой-то выбор, сделать вот шаг вот в эти приоткрытые ворота. Посмотрите, сам по себе, вот то, что вы загадали, вариант прекрасный, потому что есть как будто тот, кто нам может прийти на помощь, или тот, кто нас, может быть, добрым словом поддержит, или будет какое-то плодотворное сотрудничество, взаимодействие. Посмотрите, цветы у нас тут изображены, и какие-то добрые новости, это олицетворение, вот птицы стайка, да, летит. И вообще как будто восход нам показан, вот горизонты открыты сами по себе. И нет каких-то преград. Значит, для нас, может быть, пусть не широко открыты эти врата, но в те условия, одна карта дополняет другую, обратите внимание, в те условия, которые у нас есть сейчас, на данный момент у нас есть и возможность изменить эту ситуацию. И я бы сказала, от взаимодействия, от правильной подачи материала, самих себя, смотря чего касается ваш вопрос, смотря какой сферы, будет зависеть исход вашего дела. Но здесь как будто мы остаемся довольны. Будет приятное общение как минимум. Мы используем дипломатию, и, скорее всего, мы со всеми договоримся. Давайте посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться события. Вот из такого состояния вы превращаетесь в карта сила. У нас закрыты двери, как будто, но эти двери, обратите внимание, они не нуждаются в ключе. Ключ взаимопонимания нам еще говорит карта. И лев, поскольку он не чувствует агрессии со стороны девушки, он ей подчиняется. Вот это самая дипломатия и взаимодействие с людьми, как будто мы не должны уходить в отшельника, мои дорогие. Вам это вообще не свойственно. Но, может быть, конкретного человека у кого-то касается какая-то грустная история, что-то мы не можем изменить. И значит, мы должны изменить себя или, как минимум, отношение наше к
происходящему. Потому что мы не повлияем, как вот на эту поликлинику, мы не поменяем, как вот этот человек, допустим, возраст, мы не поменяем какое-то ожидание, да, мы его можем только себе словно продлить какие-то мучения, да, а вот здесь нужно какая-то инициатива от нас должна все же исходить. И в первую очередь эта карта нам говорит, что когда мы более открыты миру, когда мы, наверное, может быть, вспоминаем, какие у нас есть еще ресурсы, что мы можем или как продумать поэтапно, что мы можем сделать на данный момент, с кем мы можем переговорить, в какие двери мы можем обратиться, с кем мы можем взаимодействовать или каким образом мы можем взаимодействовать, как мы себя самого, может быть, тоже где-то можем изменить для того, чтобы где-то имидж, может быть, и так, почему нет, для того, чтобы вот обрести вот эту самую силу. Есть какое-то взаимодействие, и по карте сила, безусловно, это манипуляция, великий манипулятор. Девушка использует то, что у нее есть. У нее ведь тоже нет ничего, по сути дела, кроме лояльности к миру. Победа интеллекта, мои дорогие, по сути дела, по первому варианту. И если мы делаем вот этот самый шаг в те возможности, которые есть, наши собственные силы с какой-то совершенно другой позиции. Вопрос не в физической даже силе, а в нашей готовности, может быть, в духе в нашем или в уверенности в собственных силах. И это творит практически чудеса. Она укращает этого льва, и эти двери открываются сами по себе. Давайте посмотрим, что же второй вариант. И здесь карта Луна. Это 1000 неопределенностей. Это старший аркан. И нам говорят, будут на вас влиять обстоятельства, которые вы не сможете изменить. И сама по себе карта достаточно темная. Нам говорят, что это на время так. В последующем выглянет солнце и что-то прояснится. Но все же у нас и персонаж, девушка беременная, проходит по берегу. И она знает, что вот-вот в ее жизни наступят перемены. То есть и по карте Луна нет какого-то постоянства. Даже если какая-либо ситуация, нам приходится, может быть, столкнуться с обстоятельствами, которые мы не в силах изменить, и как будто отстроить какую-то логическую цепочку развития событий. Значит, нужно принять то, что есть на данный момент. Это будет ключевое значение. И нам показана дверь, которая закрыта, и она почему-то под наклоном. С одной стороны, под наклоном очень сложно открываются двери, если вы имели такой опыт. И поэтому нам придется применить и сноровку, и какие-то свои еще волевые качества, чтобы открыть эти двери. Но нет и ключа. У нас есть ручка. И стражником или тем самым ключом у нас выступает хамелеон, который без конца превращается, изменяется. Вот и мы где-то должны принять ту реальность или тех людей, которые будут пытаться, может быть, нами манипулировать. И мы должны отвечать им той же монетой. Мы должны ловко подстраиваться под какую-то ситуацию, не пытаясь продавить то, что мы считаем для нас важным на этот момент. То есть сама по себе адаптация к окружающей среде поможет нам открыть вот эти двери. Нам самим где-то придется быть как тот хамелеон. Но, надо сказать, дверь достаточно, посмотрите, надежная, увесистая. И если мы войдем внутрь, то, скорее всего, это может быть надежное пристанище, убежище или, по крайней мере, то место, где нам будет, может быть, и очень даже, как минимум, на непродолжительный период, вот пока эти перемены наступят, нам будет достаточно спокойно, надежно, уютно. И если мы говорим под наклоном, почему так дверь расположена, это прообраз Пизанской башни, которая уже много столетий, как известно, падает, но так она и не упала, поэтому это говорит о том, что это надежная дверь и надежное место. У кого-то это может быть олицетворение как укрытие, или мы окажемся в том месте, где будет для нас надежно. Может быть, какая-то вынужденная ситуация, которая снаружи вроде бы, ну так темна и непонятна, но чтобы дождаться тех самых перемен или открыть в эту крепость, в это убежище дверь, нам придется быть ловчее, хитрее, вот где-то как этот хамелеон. Но это временная ситуация. И что будет дальше?
Я бы сказала, мои дорогие стрельцы, ключевой вопрос именно в том, чтобы правильно рассчитать свои силы и самим действовать. Хоть первый, хоть второй вариант, они словно даже могут у кого-то пересекаться или как-то быть взаимосвязаны. Но даже если вы и как первый вариант, так и второй, посмотрите, это карта звезда, это карта исполнения желаний, это карта выбора правильного направления. И поэтому хоть по первому варианту, хоть и по второму, мы как будто достигаем того, что мы захотим. Для кого-то из вас может быть первый вариант, потом перейдет в какой-то второй вариант. Вполне вероятно. Мы столкнемся как с одной ситуацией и со второй, чтобы выйти вот на это правильное направление, которое по карте звезда рассчитан на десятилетия. То есть это долгий период. Это мы должны верить в себя, в свою звезду, в свою мечту. Это по карте исполнения наших желаний. И нам говорят, нет ничего невозможного. И врата, если мы говорим, они практически открыты. И по этой карте нас ждет признание. У кого-то это может быть вопрос вашего творчества или работы, ваших профессиональных данных. Вы хотите построить карьеру, например. Или вы хотите найти взаимопонимание с близкими, или вы хотите осуществить какой-то другой проект. И по карте звезда в триумфальной арке нет практически ворот. Нам показывают открытый путь. Вот именно в то будущее. И карта-то и говорит, сияйте как звезда. Поэтому мы себя изменяем, кстати, по этой карте, и тоже проходят вопросы здоровья, имиджа, как будто мы себе самим будем постоянно уделять внимание, потому что это где-то как и бодрость, и наши силы, физическая форма, так и еще и ментальность, наши здравые мысли, наши планы, которые мы можем корректировать где-то в зависимости от того, какая у нас ситуация, но мы идем к той цели или к тому намерению, которое мы хотим осуществить. Так или иначе, посмотрите, первый вариант заканчивается старшим арканом силой, и здесь словно, как и мы, наиболее ресурсны, так и Вселенная помогает. Немножко быстрее, может быть. По второму варианту мы тоже достигаем то, что мы хотим, но, может быть, другим каким-то путем. И, кстати, по этой карте могут проходить переезды или поездки. Как будто нам придется, может быть, отправиться в ту сторону или в том направлении, куда мы прежде не собирались. И по карте Луна нам ведь тоже говорят, будут перемены и есть какие-то неопределенности. Давайте мы узнаем, каков же совет, правда. Самое главное подобрать ключ. Нам даже как будто дверь-то, по сути дела, ее не прорисовали. Мы не знаем, вот на заднем плане арки дверные нам не говорят, что это именно к этим дверям мы будем подбирать ключ. Но есть какая-то другая, как будто дверь, и девушка, которая обратилась вот к этому персонажу, да, такой в восточном стиле изображена нам другая девушка, которая как будто знает что-то. Она знает, как открыть двери, она знает словно или имеет тайные знания. Это знание внутри нас самих, когда мы доверяем самим себе. И вот девушка выбирает ключи и представляет уже мысленно ту дверь, которую она хочет открыть. И как будто вот вам важно сделать какой-то выбор. Два варианта, которые, в принципе, как и первый, так и второй, у вас закончатся успехом. Но разные приложения усилий потребуются. И взаимодействие, если по первому варианту мы говорили, то по второму варианту мы будем где-то идти сами в одиночку. Нам нужно проделать этот путь. И если первый вариант, посмотрите, здесь парность, да, пусть это лев у нас изображен, но два персонажа, и двойка кубков. Здесь все-таки от нашего более лояльного отношения к миру будут зависеть наши успехи. А этот путь нам как будто придется пройти в одиночку. Так или иначе, делайте выбор. Вот так нам говорят карты. Но как будто прежняя история не может так продолжаться дальше. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.